То, что я пою, как ни странно, было единственной вещью, которую у меня в тюрьме не отняли. Я приняла решение, что либо я даю этим отношениям умереть, не рассказывая об этом маме, либо я рискую, и, возможно, есть вероятность, что она меня примет. Я очень много чего не могу себе позволить из базовых потребностей, которые мне нужно закрыть. Но каждый выезд за границу — это страх задержания, проверки телефона, дополнительный стресс, который и так у меня в жизни есть. Я не чувствую себя в безопасности 2020-го. Вообще никогда. Я Джейн, я из Беларуси, мне 24, я квир-человек, использую местоимение он, она. Я из Бреста, в целом всю жизнь там прожила до поступления в университет. Школу закончила там, затем переехала в Минск и долгое время еще жила между двумя городами, то в Бресте, то в Минске. Брест, конечно, мне все еще остался ближе к сердцу. Семья в основном тоже из Бреста. Я бы сказал, обычного, среднего достатка. Мог бы сказать, что, наверное, немножко отсутствующий. Родители у меня есть, папа, он как будто присутствовал в семье, но, как знают многие дети из СНГ, то он есть, то его нет. Эмоционально недоступный человек. Меня зовут Женя Вилько, я музыкант, композитор и преподаватель по вокалу. То, что я квир, и это заметно, и то, что я мироотличный, и это тоже заметно. И эти вещи довольно-таки определяют все, что я делаю. Ну и еще, что я беженец. Это довольно большая часть моей жизни. И это, наверное, самое важное, что я могу о себе сказать. В одном интервью, которое я давал когда-то давно белорусскому одному медиа, в комментариях написали, что я бесполый Франкенштейн. И мне так понравилось это, господи, бесполый Франкенштейн, потрясающе. Я люблю шутить, что я выгляжу либо как 15-летний школьник, либо как 40-летняя лесбиянка. Наверное, в классе 9 я начала замечать, что мне нравятся парни, но при этом, наверное, до конца я не понимала, что это что-то не окей, что так не у всех происходит. И к 18 годам, наверное, я осознала себя как гей-парня на тот момент, уже так более-менее осознанно, и что у общества есть ко мне какие-то претензии. Наверное, я поняла, что у меня не будет вот этой типичной гетеропатриархальной модели семьи. Скорее всего, у меня не будет жены, у меня не будет детей. Я не знаю, как я буду объяснять это родственникам, с меня это будут требовать. Я просила маму, чтобы сходила в парикмахерскую, я покрасила себе волосы в фиолетовый цвет, а потом и в рыжий, и потом еще и в другой, и бороды тогда у меня еще не было, и я выглядела довольно выделяющейся на фоне других мальчиков, особенно в школе. Помню, даже одна учительница по географии пошутила какую-то гейскую шутку, когда я пришла с фиолетовыми волосами на урок. Я вообще не поняла, в чем прикола. Я тогда тоже еще не до конца осознавала каких-то этих нормы, не знаю, правила, что парень не может покрасить волосы в фиолетовый цвет, что это что-то гейское. Почему это гейское? Почему я сразу гей? Почему мне об этом говорит учительница на уроке географии при всем классе? Я не понимаю. Маму как будто бы я уговорил уже на то, чтобы покрасить фиолетовый цвет волос, и она была к этому готова. Наверное, до какого-то периода времени, особенно до старших классов, мое окружение было практически из девочек. Я тоже тогда не замечала в этом никаких проблем, нюансов. Да и с парнями отношения у меня просто не строились. Тоже до старших классов меня скорее булили, меня скорее не принимали. Была ситуация, когда мне приходилось на уроки физкультуры в женской раздевалке переодеваться, потому что там мне было безопаснее, и я боялась заходить в мужскую раздевалку. Я стала свидетельницей того, как два моих одноклассника подрались, и их стравили другие мои одноклассники. И это был конфликт между маленьким мальчиком невысокого роста и худым слабеньким мальчиком. И они решили стравить два слабых ребенка, чтобы выяснить, кто из них сильнее. И вот вся эта атмосфера токсичной маскулинности зарождалась тогда еще в мужской раздевалке в 7 классе, когда мы были там маленькими подростками. И я думала, а в какой момент, не знаю, слабеньким мальчиком, каким-то не таким, которого с кем-то стравят или кого-то просто побьют, в этой раздевалке стану я. И я
перестал ощущать это какое-то безопасное пространство, тем более, где обычно нет взрослых, дай бог, там иногда редко заходит физрук. И я решила вообще не рисковать и дожидалась, пока, не знаю, либо все парни переоденутся, идут уже на урок физкультуры, и раздевалка опустеет, либо просилась действительно к девочкам. Девочки, вы там тоже не против? И ждала, пока переедутся все девочки в раздевалке, и заходила последняя после них, тоже когда все идут на урок, и уже там оставляла свои вещи и переодевалась. Наверное, такая сильная, больная и долгоиграющая влюбленность была в старших классах. Я влюбилась в мальчика из своей параллели, гетеросексуального мальчика, естественно. Набрала смелости рассказать ему об этом, потому что я тогда все еще не видела никаких проблем в том, что мне нравятся парни, и я думала, что, наверное, у всех иногда может возникать такое чувство, почему я не могу поделиться, не знаю, со своим другом о том, что я испытываю к нему романтические чувства. И на удивление он тоже не отреагировал как-то в штыки, он просто обозначил, что ты же понимаешь, у нас еще не получится, потому что мне парни не нравятся. Но при этом он не отказался со мной дружить. И даже когда я несколько раз за годы нашего общения пыталась эту дружбу прервать, потому что дружить у меня все равно не получалось. У меня все равно оставались эти романтические чувства, мысли о том, что, возможно, когда-нибудь мы сможем быть вместе. Я несколько раз решала, проще просто обрывать все отношения, забыть друг друга, не общаться, потому что эта дружба меня только убивает. Вот каждый раз, когда меня спрашивают, как ты понял, что ты транс, я отвечаю, как ты понял, что ты цис. Я искренне не знаю, что вообще такое, как люди чувствуют, что они цисы. Ну, серьезно. То есть я... как у человека в голове как-то так все сразу сложилось. Откуда он знает? Кроме того, что ему сказали, откуда он знает? Я не научился отвечать на этот вопрос. У меня никогда не было в раннем детстве проблем с тем, чтобы носить платье, потому что, это что-то красивое. Что я люблю красивые штуки. Единственное, что мне было неудобно бегать и кататься в грязи. А так, в целом, почему бы и нет? И в целом, тут еще, наверное, играет роль, что я в целом никогда не был гетеро. И я это в целом уже понимал. Люди мне нравятся очень сильно разных идентичностей. Сначала называл это бисексуальностью, теперь называю это пансексуальностью. И вот в этом смысле конфликта не было. Скорее, конфликт был с тем, что если я, например, подводил глаза чем-нибудь, какой-то макияж, то у меня не было ощущения, что вот это сейчас что-то женское происходит. У меня ощущение, что я любил рокеров и хотел выглядеть как крутой рокер. По поводу того, когда я начал выглядеть так, как выгляжу сейчас, то, наверное, это произошло где-то в университете. И я помню, что однажды я психанул, пошел и постригся коротко. Чтобы было понятно, у меня всю школу были волосы вот прям до талии, что-то такое. Мне на самом деле очень сильно повезло с группой в университете, очень сильно повезло, потому что они очень классно к этому отнеслись, и половина из них сказала, в целом мы знали, что так будет. Это было понятно. Это было непонятно только тебе, Женя. Поэтому с преподавателями уже другая история. Некоторые отнеслись хорошо, большинство отнеслись отвратительно, но это было ожидаемо. А я начал пользоваться другим именем. Я почувствовал себя почти физически свободнее, и как будто что-то щелкнуло и просто стало на свое место. Ага, вот так можно было. Я училась в Белорусском государственном университете, поступила на специальность социология. Несколько лет вообще не понимала, что это такое. Я думаю, многие, проучившись 4 года, и до сих пор не понимают, что это. Наверное, это околофилософская дисциплина, если можно так рассматривать. Какой ты смысл в это вложишь, так оно и будет. И я решил изучать
А вот как раз гомосексуальность через призму социологии. Можно было изучать что угодно, но у меня был запрос такой. У меня был такой интерес. Я изначально думала, что когда приду к своему научному руководителю, а это такой 70-летний дядечка, заслуженный социолог СССР, Беларуси, и скажу ему: «Здрасте, я тут выбрала, хочу писать курсовую по гомосексуальности», он мне пошлет нахер. На удивление, в тот год, по крайней мере, он воспринял это радостно. Я не ожидал такой реакции. Класс, круто, никто не писал еще на эту тему, давай пробовать, научный интерес у мужика проснулся. А у меня уж тем более не только научный, еще интерес к своей идентичности собственной. И это нормально восприняли, и защитил я, и курсовые, и дипломные тоже хорошо. Моя исследовательская работа в универе, которая изначально начиналась с того, чтобы понять, кто я, не знаю, гей, и би или гетеро, привела меня к тому, что я, во-первых, и не гей, и не би, не гетеро, и ярлык не хочу на себя вешать никакой, а во-вторых, я еще и о гендерной идентичности своей задумалась, вообще узнала, что, оказывается, можно быть не только мужчиной и не только женщиной, можно вообще быть никем, можно тоже не вешать никакой на себе ярлык. И я поняла, что мне комфортно использовать на тот момент ярлык небинарного человека, что я и не там, я нигде, я не вписываюсь в эту бинарную систему. Сейчас, наверное, и ярлык небинарности для меня тоже какой-то более конкретный и неподходящий. Я предпочитаю называть себя просто квир-человек, квир-персона. После участия в программе квир-лидерства, после 2020 года, я так и не попала прям в какой-то активизм. И активизм стал пиздец каким небезопасным. Поэтому я начала свой активизм, того не осознавая, начала вести соцсети. Началось все с ТикТока, где я просто рассказывала про свою жизнь или шутила какие-то глупые шутки. А в какой-то момент заметила, что люди начали подписываться, и контент смотрят, и у меня там уже под десяток тысяч подписчиков, подписчиц, и вокруг моего блога какой-то квир-комьюнити складывается онлайн даже. И я такая, блин, прикольно, вот это да. Я начал использовать свою площадку, чтобы уже не просто какие-то шутки шутить, а и просвещением заниматься, рассказывать про проблемы квир-людей, возможно, какие-то фрагменты своих исследовательских работ по гомосексуальности рассказывать. Вот. И это был такой маленький мой личный персональный активизм. Сейчас уже работаю как СММщица в IT, вот, но и параллельно все равно еще продолжаю снимать какой-то просветительский, образовательный контент для соцсетей, для различных медиа и организаций, инициатив, продолжаю рассказывать что-то про квир-людей. Бывает редко в последнее время тоже, но если приходит какая-то идея смешного, веселого видео, я считаю это в том числе все еще своим хобби, то у меня есть еще и работа, где я тоже снимаю, делаю контент, но для себя ощущаю это все равно по-другому, поэтому люблю придумать что-нибудь, смонтировать классное, выложить в аккаунте. Я начал заниматься музыкой очень рано. Я боюсь соврать, но, по-моему, я был в подготовительном или каком-то там классе музыкальной школы уже в 4 года. Я не помню, как это происходило, честно, потому что мои родители музыканты. И так получилось, что я как-то сразу в детстве... Во-первых, у меня сразу было пианино, на котором можно было бренькать. А во-вторых, оказалось, что у меня классный слух, и я пою. И родители такие: супер. Я вообще не помню, чтобы я как-то обходился без музыки на ежедневной основе. В итоге я поступил в БГУ, Институт журналистики, потому что это была вторая часть моей жизни довольно важная. Я много чего писал. Я был очень тесно связан с литературой. И у меня после этого был опыт работы в издательстве научным редактором, и я даже выпустил несколько науч-поп-книжек для детей. В итоге уже на журфаке я опять начал заниматься музыкой, но уже не с академической точки зрения. Начал писать песни. У меня появилось несколько групп, начал выступать на каких-то конкурсах, играть в каких-то барах, контактировать вообще в целом с белорусским андеграундом, с белорусскими музыкантами, звукорежиссерами, и понял, что да, вот именно этим я занимаюсь активнее, чем своей домашкой на журфаке. Поэтому, когда я выпускался с журфака, я уже знал, что, ничего общего с журналистикой у меня в жизни не будет, а с музыкой я
В итоге к ней вернулся, когда начал ходить на курсы для вокалистов и преподавателей вокала. И в итоге я начал преподавать как индивидуальный предприниматель еще в Беларуси. Продолжил некоторое время в Украине. Через перерыв продолжил здесь, в Польше. Мне пришлось столкнуться с очень веселыми, в скобках нет, людьми. Я могу рассказывать эти cool story просто миллион лет про то, какие вопросы мне задавали врачи, про то, какие у нас с ними были коммуникации, про психологиню, с которой мы общались очень каждый раз как срач, про ее прекрасные цитаты из серии типа «Ну вот у меня короткая стрижка, но я же не считаю себя мальчиком, а зачем вам быть мальчиком, у вас все равно не будет члена». И там в целом, там набор таких цитат просто потрясающий. Я делал какие-то психологические тесты, и потом мне говорили, что тесты сделаны неправильно. Так я узнал, что психологические тесты могут быть сделаны неправильно. Если ты приходишь и полностью доказываешь, что ты прям мужицкий мужик, вообще любишь футбол, то есть собираешься служить в армии, то они верили. Возникало уважение, что да, вот. После меня комиссия сидела просто с такими лицами, как будто они познали вот глубокую философию гендера как конструкта. И я не знаю, на самом деле, видимо, как-то артистизмом взял, потому что разрешение мне дали, потом было очень много юридических приколов со сменой документов и всего остального. Я тогда был на распределении на работе в издательстве, туда тоже нужно было всю эту информацию принести, все отнеслись к этому очень по-разному, вот это вот все. Но изменения как-то происходили, и это хорошо, что они происходили. Наверное, первый камин-аут был перед моей подругой, совершенно незапланированно и спонтанно. Она сказала, что ее друг гей видел меня в дейтинг-приложении одном и ненавязчиво, собственно, спросила, гей ли я. И что ж, я подумала, видимо, что отнекиваться, тем более перед подружкой. Да, говорю, есть такая ситуация. И она мне тоже сделала камин-аут в ответ, что тоже было неожиданно. И вот мы так друг другу камин-аутнулись, совсем того не планируя. Поэтому, наверное, такой первый опыт камин-аута был скорее положительный. С отцом все точно так же. У меня не было и планов ему что-то рассказывать. И даже если бы что-то рассказала, я понимаю, что реакция была бы там вряд ли принимающая. Ему либо на меня все равно, либо он вполне такой человек консервативных взглядов, и он бы тепло это точно не воспринял. Поэтому я отцу решила и не говорить. Главный человек в семье для меня мама, и с мамой больше у меня взаимодействие, связи, поэтому я решила сделать камин-аут ей, тоже, наверное, только спустя несколько лет после того, как я сама приняла в себе свою идентичность, и мне просто надоело с ней постоянно выдумывать какие-то истории про себя, кому я хожу в гости, с кем я встречаюсь, почему у меня нет девочки, почему у меня не будет жены, а что ей тоже нужно немножко пересмотреть свои ожидания от моей жизни. И закопавшись во всем этом вранье, мне просто уже стало тошно, и мне не захотелось и дальше с ней врать. И мне хотелось, чтобы у нас с ней все-таки оставались близкие, доверительные отношения. Во всей этой лжи она бы эти отношения просто погубила. Поэтому я приняла решение, что либо я даю этим отношениям умереть, продолжая жить во лжи, не рассказывая об этом маме, либо я рискую, говорю ей правду, и, возможно, есть вероятность, что она меня примет, и все будет хорошо, и будет даже лучше. И так в целом и произошло. Я решилась, открылась ей, говорю: мама, мне нравятся мальчики. Она начинает плакать, говорить: я так и знала. Как будто это не было для нее каким-то, конечно, откровением. Я видела, чувствовала, что она не хотела это в себе, наверное, принимать, эту правду. Хотя догадывалась. Она начала плакать, потом говорить какую-то ерунду в стиле: это я виновата, что ты таким вырос. Я говорю: мама, закрой рот вообще. Неуместно к этому моменту. Давай просто поплачем, пообнимаемся, ты скажешь, что меня любишь и принимаешь. И на этом все.
Вообще, у меня не было ни одного четкого камин-аута родителям, потому что, во-первых, под родителями я подразумеваю маму и бабушку. Я жил с мамой и бабушкой все детство, и, в общем-то, с бабушкой это отдельная история. Там все очень плохо. А мама у меня просто невероятная. Она невероятно принимающая по всем фронтам. И в какой-то момент я понимаю, что я просто разговариваю с матерью про то, как я использую утяжку, когда у меня еще не было мастектомии и все такое. И это просто происходит как разговор. Мне было страшно за своих близких и за тех, кто вообще живет со мной в этой стране. Я не был в целом никогда по жизни как-то политически активен. Я не был ни в каких партиях, я не интересовался, скажем так, какими-то предвыборными кампаниями. Все, что я знал, это то, что сейчас у нас плохо, но я смотрел по телевизору на кадры с той самой площади. Я слушал про то, что говорят по ПТ, лишь где там я это смотрел, и понимал, что как-то происходит какой-то разрыв картинки с тем, что я слышу из комментариев. То есть я понимал с детства, что мне говорили: не говори ничего плохого о президенте. В школе не говори, с друзьями не говори, по телефону не говори. То есть это с детства был контекст вот такой. Я не был вовлечен в политику до 20-го, я стал вовлечен в нее после, потому что я увидел очень страшные вещи, и не нужно иметь какое-то политическое представление о том, что происходит в стране, когда ты идешь на мирный протест после выборов и видишь то, что видишь. Типа, просто достаточно человеческого какого-то критического сознания, чтобы понять, что это кошмар. Сначала попал на Крестина, потом в Жодинскую тюрьму, и да, все так, как пишут. То есть, да, не отдают вещи никакие, не позволяют в дневное время или вообще лежать на кровати. Повезло, если есть постельное белье. Мне повезло, у меня было. Да, в камерах было очень холодно, и это Паинда приравнивается к пыткам. Да, никакую одежду дополнительную не отдавали. У меня была передача от матери, я не получила из нее ничего. Собственно, все как описывают, вот прям сообщаю всем, что да, в это можно верить. Так и происходит. У меня есть подозрение, что менты не выкупили, какой у меня этот приписанный пол. Они, по-моему, вообще не сообразили. Потому что у меня есть подозрение, что они решили, что я гей, может быть. И отношения в тюрьме, собственно, как геям и происходят. То есть, типа, когда всех уже развели там по камерам, меня оставили стоять возле стены, и я стоял так очень сильно долго, и мне не разрешали от нее отходить, не разрешали шевелиться, ходили рядом и орали мне на ухо, как меня мои мальчики называют, и как вообще мне так вот... вот это. И когда меня досматривали, там... всех буквально раздевали до белья, и я говорил, что я транс-человек, у меня грудь. Мне сказали, нам насрать. И поэтому в итоге я раздевался до трусов, чтобы объяснить, что у меня с телом происходит. Перед толпой ментов. Не самое приятное ощущение. После раздевания и обсуждения всего, что видят на моем теле менты, все-таки они еще больше запутались. И в итоге отправили меня... Наверное, мне повезло. Я не знаю, это было типа хорошее побуждение или плохое, потому что, с одной стороны, мне все говорят: классно, что тебя не посадили в мужскую камеру с другими парнями. Я думаю, что типа, а на самом деле во время протестов же были задержаны абсолютно адекватные люди. На Крестина я успел попасть за другими парнями в другую камеру еще до того, как меня этапировали, и мы замечательно потрындели. То есть там были прекрасные ребята, которые вот буквально как раз с протестов были задержаны. А в Жодино меня отправили в рандомную свободную камеру. Она была не одиночка, но фактически я был там один. И в целом это было неприятно, но могло быть хуже. Как я сказал, мне одному из немногих задержанных в тот период повезло с тем, что меня хотя бы не отпиздили. И в целом я обычно вспоминаю про момент,
Я называю это «хорошие копы», в кавычках. Просто у нас была ситуация, когда на следующий, на какой-то другой день по камерам ходил парень, который спрашивал, будем ли мы курить, и давал нам сигареты. В соседней камере несколько девочек были заболевшими с температурой, у кого-то из них потом обнаружился ковид, и им не вызывали врачей, хотя им было очень сильно плохо. Люди звали из камер на помощь, и происходит жесть, и парень ходит и дает сигареты, и я не знаю, это очень абсурдно. И там сидит тетя, которая просто смотрит на мои документы и говорит, ну, что ты делал на протесте? Я говорю, гулял. А там же пишут дефолтные формулировки. Я-то думала, что они пишут индивидуально по всем, а они пишут по дефолту, что ходил, кричал, выкрикивал лозунги, там что-то мешал движению, что-то там еще, вот это у всех одинаково. И мне на самом деле тогда просто невероятно повезло, что после нескольких суток мне дали штраф. И, собственно, потом я просто опубликовал в соцсетях номер карты, и мне задонатили. И это было таким шоком, типа, людям настолько не все равно. Мне позвонил знакомый и сказал, что человека, который был со мной в одном проекте, скажем так, и занимался одной штукой, задержали. Вероятнее всего, в связи с этой штукой. И что вот как бы за тобой могли выехать вот сейчас. А я и до этого, в принципе, уже был в постоянном... Ну, то есть я не прятал лицо, и меня было очень легко выцепить я буквально... Мои фото были в СМИ. Я еще до этого каким-то образом почти год умудрился прожить вот в этом вот, типа, хватании рюкзака и в случае чего выбегании из квартиры, когда перед подъездом остановился бусик. Типа, там же просто в те месяцы первые, типа, постоянно приезжали и забирали кого-то рандомно из квартир. То есть, типа, приходили, слышен грохот, слышны крики, забирают. И в этот момент общался с некоторыми знакомыми активистами-правозащитниками, которые могли мне что-то порекомендовать, сказать, что делать. И мне тогда просто предложили выезд в Украину. Выезжал вот с чемоданом и рюкзаком. Ну и с гитарой, которую я умудрился каким-то образом с помощью истерики на стойке регистрации. Просто разрыдался как мразь, и, видимо, это как-то привлекло внимание других работников, которые в итоге согласились повесить мне бирочку, что они соглашаются, что я возьму это в салон. Поэтому мне повезло вывести гитару. Точно так же мне ее потом повезло вывести из Украины в Польшу чудом, пока я заскакивал в поезд с беженцами. Я думал, что я сломал эту гитару, но она выжила. Она выжила 2 моих беженства. Наверное, когда в 23-м году я впервые приехала в Европу, в Вильнюс, из Беларуси. Я давно не была в Европе. И я поняла, что, ого, как здесь свободно дышится. Поняла, что как будто с меня спал этот страх фоновый, который я даже не замечала, когда я выехала из страны. И насколько же мне стало комфортнее даже просто в теле. Нет этого ощущения зажима, страха, что вот сейчас кто-то придет, кто-то позвонит. Понимаю, что здесь, в этой стране, за мной точно никто не должен прийти. По крайней мере, за мою деятельность меня здесь не накажут. Но я носила в себе это ощущение, эти мысли. Точно ли я хочу уехать? Действительно ли я не могу дальше продолжать жить с этим страхом в этой стране? Действительно ли это так на меня до невозможности давит? И, наверное, уже после второй поездки тоже такой Вильнюс. Я для себя решила, нет, я точно не готова оставаться в этой стране. Я точно хочу путешествовать, хочу выезжать за границу как минимум. Но каждый выезд за границу — это страх задержания, проверки телефона, дополнительный стресс, который и так у меня в жизни есть. Я не готова через это проходить. И мне проще не возвращаться в Беларусь, мне проще не быть там, не жить, и проще строить свою жизнь в другом месте. В эмиграции самое сложное все. На самом деле, есть такое, что ты учишься базовым вещам заново. Прям базовым, которые, типа, у тебя были в другой стране по дефолту, ты уже абсолютно точно знаешь, как это работает, а в новую страну ты приходишь, ты не знаешь, как там расплатиться за что-то в магазине или
не имеешь понятия вообще, как работают, какие бывают врачи, какие бывают договора на жилье, и как искать это жилье, и как называются все вот эти штуки, которые ты должен оплатить, как работают налоги, как работает буквально, не знаю, получение рецепта на таблетки, я не чувствую себя в безопасности 2020-го. Вообще никогда. То есть, типа, единственное, что изменилось, это то, что я не смотрю в окно, подъехал ли к подъезду автобус с ментами. Я учусь не переходить на другую сторону, когда я вижу их на улице здесь, польскую полицию. Я был в шоке, когда здесь проходят марши, ЛГБТ-марши, и полиция охраняет их. Я прекрасно понимаю, что это Польша, и она гомофобная, и в ней происходит очень много трешака. Все мы знаем про тему с абортами. Ну так, как у белоруса, у меня была очень низкая планка. Когда я здесь обсуждаю с поляками, которые знают только польский контекст и знают, что это ужасно, типа, к ЛГБТ-людям в Польше относятся ужасно. Я такой, меня приняли к врачу! Нифига себе! Я работаю на работе с поляками, на физической работе. Если кто-то гей, лесбиянка, какого-либо рода квиры, все об этом знают, и им окей. И, то есть некоторым не окей, естественно, но, типа, запрет на дискриминацию по признаку сексуальной идентичности вписан в регламент этих компаний. То есть оно прям словами вписано. А в остальном я не чувствую себя в безопасности, потому что я знаю, что люди, которых хотят вернуть в Беларусь, они пропадают каким-то загадочным образом из разных стран, из Польши в том числе. Поэтому я себя нигде не чувствую в безопасности. У меня, наверное, уже просто сохранились какие-то привычки, которые вот... Если их кому-то рассказывать, то сразу тебе скажу, что это травма. Это просто привычки безопасности, которые у меня сохранились из серии, там, не знаю, держать номера телефона не только в мобильнике, а еще где-то написанными, иметь нужного размера чемоданы рабочие для того, чтобы быстро спаковать, чтобы, они точно были в состоянии, в котором я смогу их увезти. Вот это, наверное, оно как-то успокаивает меня, ощущения безопасности не было и нет, и я не думаю, что оно когда-нибудь появится, потому что это надо нести в терапию, а у меня нет денег на терапию. По моему объективному мнению, субъективному мнению, ладно, я для себя не вижу все-таки разницы между безопасностью для квир-человека в Беларуси или в Литве. Да, формально квир-людей в Беларуси, не знаю, задерживают за то, что они квир-люди, сажают, предъявляют какие-то статьи. В Литве такого нет. Как будто юридической защиты здесь больше. Но мое самоощущение, могу ли я также безопасно выйти на улицы Литвы в макияже, в той одежде, в которой я хочу, не встретиться с осуждением, я не чувствую. Каждый раз, когда я думаю надеть что-то такое квировое на себя, в чем бы я себя чувствовала круто, я все равно думаю, как же отреагируют люди на улице, и, скорее всего, не очень. Если здесь безопасные места в Литве для квир-людей, возможно, но немного. Наверное, какую-то радужную символику, назовем ее так, носить на себе в виде байки или шопера, я здесь не боюсь. Все-таки люди в Европе к радужному флагу нет-нет да привыкли, но если они увидят на улице маскулинную персону с бородой в макияже, на практике проверено, на это все еще смотрят косо, с осуждением, тыкают пальцем, и такого рода открытость я себе редко позволяю. Мне страшно, что-то набирают довольно быстро такие обороты. Опять же, самое безопасное для меня место в Литве — это дом моих подруг. Они снимают такой двухэтажный коттедж под Вильнюсом, можно его так назвать. И мы часто собираемся именно там, нашей квировой компанией, играем в игры, пьем чай, танцуем, разговариваем. И их дом, наверное, стал для меня и моим домом в эмиграции. Каждый раз, когда я говорю о том, что я там не бинарная персона или квир-человек, от меня все равно хотят получить ответ так, по бинарной системе. Ты все-таки к мальчикам или к девочкам? И я говорю, да никуда, в том-то и прикол. Я не выбираю не быть ни там, и там. И это мой осознанный выбор. Почему у тебя борода? Потому что мне нравится носить бороду. Не обязательно от этого должен чувствовать себя мужчиной. Но ты же делаешь макияж, ты носишь юбки иногда. Почему ты тогда не женщина?
говорю, ну и женщина мне тоже не подходит эта идентичность, я себя ее не ощущаю. Вот я та, кто я есть, я Джейн. Мне нравится носить юбку, мне нравится делать макияж, и мне нравится моя борода. Раньше делала чаще, но, наверное, последний год в эмиграции пореже. Не знаю почему. Наверное, с косметикой постоянно проблемы. Я переезжаю с квартиры на квартиру, все это распаковывать, мне это лень, доставать кисточки, палетки, убирать. Обычно я делаю мейки, если иду на какую-то тусовку. В свет, в клуб, в бар. И тогда хочется перенарядиться, сделать что-нибудь прикольное, показаться людям. К тому же, как я и говорила, на улицах Литвы я себя не чувствую супербезопасно, чтобы какие-то повседневные места в кофейню или на работу выйти с макияжем. Поэтому тоже, наверное, меня это стопорит его делать так часто, как бы, возможно, мне хотелось. Мои хобби тоже не отменяются. Люблю танцы, на которые я хожу пару раз в неделю, вок, стрип. Просто нарядиться, сделать макияж для меня тоже как какая-то приятная штучка. Даже если плохое настроение, берешь, делаешь себе классный мейк, надеваешь свои самые лучшие шмотки, включаешь музыку, да, просто по телеку или на телефоне. И вот тебе уже своя мини-вечеринка, и ты себя как-то развлекаешь и чувствуешь классно. А у меня не было секса 2 года, поэтому я ни с кем не сплю. А с кем я буду спать? Посмотрим. Когда этот человек появится, мы узнаем, что это будет за человек, какой будет у него гендер. Но я себя не ограничиваю пока. Мои утро начинается обычно с того, что я его пропускаю. Я ненавижу просыпаться по утрам, у меня никогда это не получается. Обычно я встаю где-то к обеду, когда открываются глазки, когда солнце в зените. Я не люблю начинать день с еды. Обычно завтрак я тоже какой-то пропускаю. Возможно, выпить чай, покурить сигарету, проверить Инстаграм, соцсети, составить список задач на день, оставшийся, ведь половину я уже проспала. Найти силы придумать, что же приготовить на обед. Я ненавижу готовку и думать, что же нужно вообще готовить. Поэтому эту задачу я откладываю до последнего. Свое первое питание за день. Работаю, насколько это получается. Стараюсь в перерывах отдыхать. Не знаю, возможно, глянуть в перерывах между работой какой-то сериал, фильм, YouTube. И часто планирую на вечер какие-то встречи или занятия по танцам, встречи с подругами, мероприятия, как я могу его провести, чтобы было поинтереснее и как-то развеселить себя после нахождения целый день за компьютером дома. Если говорить про какое-то глобальное возвращение в Беларусь и продолжение там жизни, построение планов, поиска семьи там, то я этого не вижу. У меня в планах нет строить свою жизнь в Беларуси через год, через 2, через 5 лет после падения режима. Я точно знаю, что это не та страна, не то общество, в котором бы я хотела находиться, и оно вряд ли успеет кардинально измениться, пока я не слягу в гроб. А пока я молода, я хочу искать безопасное для себя место, классных людей в другом месте, и у меня это получается. Да, возможно, хотел бы вернуться, иметь возможность возвращаться в Беларусь просто на то же самое озеро, в котором мы отдыхали в детстве с родителями, с палатками пару раз в год. Конечно, для этого должно измениться политическая ситуация, чтобы мне было безопасно туда въехать и не сесть в тюрьму за нарушение каких-то там проведения акций массовых. Честно, я уже ничего не хочу, кроме как заниматься музыкой. У меня очень много всего изменилось в башке после 22-го. Очень много. Причем оно менялось вплоть до сейчас и продолжает меняться. Некоторые говорят, знаешь, как, типа, вот протесты нас радикализировали. Вот они теперь думают, что они надо было выходить с вилами и вот просто свергать власть. Причем у меня тоже была такая фаза, когда я так думал. И иногда даже вот, когда я в каком-нибудь пылком разговоре, мне прям кажется, что да, я бы эти вилы сам и взял. Но, чем больше проходит времени, тем больше я понимаю, что единственное, что меня сейчас беспокоит в плане национальном, в плане как белоруса, это чтобы вышли политзаключенные и чтобы не сели новые. То есть, что происходит с властью сейчас. Я читаю новости, читаю новости про объединенный, про переходный кабинет, про все, что в целом происходит в белорусском поле с независимыми медиа, с независимыми политиками, и это важно, это нужно, я хочу это знать, я читаю это не просто из
такого, ну, типа, я белорус, поэтому мне должно это интересовать. Мне на самом деле это интересно, но приоритеты очень сильно поменялись. Потому что многие мои знакомые были задержаны, многие были под угрозой задержания. Это было очень страшно, это были мои близкие люди. И все, что я с этого всего запомнила, это страх, что с ними что-то произойдет, что с ними произойдет что-то, что было со мной, или что-то, что будет хуже, что они окажутся на много лет в тюрьме, или вообще не выйдут из нее никогда, или умрут там, или во что может происходить. И это просто осталось единственным приоритетом. Я понимаю, что, ну, если мне на себя плевать, то вот на других людей мне абсолютно точно не плевать. И, типа, я уже не могу серьезно говорить про вот это вот взять, свергать власть. Типа, какой свергать? Давайте просто спасем тех, кто сейчас в этом нуждается. Можно, типа, думать про свержение власти в другой момент, потому что, типа, это очень страшно, и огромное количество людей, даже те, которые сейчас не в тюрьме, а где-то в других местах, находятся в таком состоянии, в такой бедности, в таком неустойчивом состоянии в плане юридическом, в нелегальной миграции, с миллионом проблем с деньгами, работой, жильем, и вот это все, огромное количество бездомных, то есть это страшно. И вот, типа, вот жизни этих белорусов сейчас в приоритете. Вот, наверное, меня протест не радикализировал, меня протест просто заставил, я не знаю, типа, перенастроиться на выживание. Типа, я все еще очень сильно зол, и все еще меня срывает на вот это вот, типа, что вот надо было там. Знаешь, как говорят в этих интервью, типа, вот вы снимали обувь, становились на лавочке, а надо было. Классика, да? И иногда у меня тоже в голове это происходит, типа, блин, чё мы думали, что мирный протест-то поможет? Конечно же, он не... А сейчас я думаю, что, типа, блин, может, это не то, за что должно быть стыдно, что, типа, люди верили, что мирный протест сработает. Типа, что чисто для своей совести. Что, наверное, это не говорит о том, что это плохие люди. Это не говорит о том, что я плохой человек. И да, на самом деле... Единственное, чего сейчас хочу персонально я как человек, это просто заниматься музыкой. У меня, к сожалению, зачастую нет на это времени, силы, денег, потому что сейчас я не в самом худшем, которое могло бы быть, но в очень неприятном иммигрантском состоянии, потому что мне не повезло иметь абсолютно неконвертируемые профессии в новой стране, поэтому я работаю в ресторане, живу на минимальную зарплату по стране, и это вообще не очень сильно приятно. Я очень много чего не могу себе позволить из базовых потребностей, которые мне нужно закрыть, прежде чем думать о каких-то других вещах, но я очень сильно надеюсь, что у меня получится продолжать что-то делать с музыкой. Я сидел в камере в Жодино и пел, потому что предметов никаких у меня с собой не было. Писать я ничего не мог, развлекаться нечем было, шахматы из хлеба не сделаешь, а петь я мог. Мне, конечно, ходили и кричали, кто там воет, прекратите, но зато потом люди, сидевшие в соседней камере, вспоминали, как я пел Куполинку. Так что... Это, на самом деле, вот такой красивый философский момент, драматичный, как в кино показывают. Что я просто понимаю, что то, что я пою, как ни странно, было единственной вещью, которую меня в тюрьме не отняли. Так что я намерен продолжать. Это касается не только квир-людей в Беларуси, наверное, всех квир-людей по всему миру. Никогда не считайте себя какими-то неправильными, ущербными, не знаю, вспомните все эти плохие слова, что вам говорили общество, транслировало государство, и никогда не берите их во внимание. Вы всегда найдете людей, которые будут вас любить, которые вас примут. Вы всегда сможете почувствовать себя свободными, найти для этого пространство, обстоятельства, найти людей, близких, с которым вам будет комфортно и безопасно. Всегда помните, что вы ценны просто так, что вы всегда были, есть и будете.